Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Всем спасибо за то, что вы смотрите и комментируете мои обзоры. Если вы еще не подписались на мой канал, то можно это сделать очень просто. Нажмите кнопку под видео с надписью «Подписаться». Также в конце видео в нижнем правом углу появляется логотип моего канала, нажав на который также можно оформить подписку на мои видео. Сегодняшний обзор я хочу посвятить модели ГАЗ-3102 Волга в масштабе 1:43, которая производилась с 1926 года на заводе Радон, а с начала 90-х и до конца производства в 2010 году силами заводов Агат, Инкотекс и Массар. ГАЗ-3102 – советский и впоследствии российский автомобиль среднего класса, выпускавшийся с 1981 года Горьковским автомобильным заводом. Является модернизацией и глубоким рестайлингом кузова поколения ГАЗ-24. В советское время объемы производства ГАЗ-3102 не превышали 2-3 тысячи автомобилей в год. Это объясняется тем, что ГАЗ-3102 распределялись только в гаражи, обслуживающие руководство министерств, а также командование военных и силовых ведомств. После перестройки постепенно машина стала появляться все чаще в частных руках, и до сих пор ее нередко можно встретить на дорогах. Корпус ГАЗ-3102 Волга металлический, и открывающимися частями являются все двери, капот и багажник. В салоне также появилась новинка – откидной подлокотник на заднем сиденье. Хромированными частями являются бампера, диски колес, двигатель и решетка радиатора. Модель комплектуется передними фарами и поворотниками, которые идут отдельными деталями. На днище есть имитация ходовой, рессор и кардана. По сравнению с ГАЗ-24 у модели произошло некоторое упрощение с коробкой передач. Теперь она идет не отдельной деталью, а сделана в виде выступа на днище. Модели был присвоен каталожный номер А38, который на сегодняшний день ценится у коллекционеров на вес золота 999 пробы. Все дело в том, что выпущено ГАЗ-3102 с номером А38 было очень мало, и до сих пор неизвестно, сколько их было. По легенде, тираж составил несколько сотен штук. По состоянию на момент выхода ролика, эта модель с номером А38 так и остается одной из самых редких среди саратовских автомобилей. Также эта Волга до сих пор держит лидерство по количеству желающих ее подделать и продать как можно дороже. Потому отличить оригинальные ранние номерные модели от подделок под силу только профессионалам. Я лишь постараюсь привести некоторые факты с форумов, которые хоть как-то помогут по первичным признакам отличить А38 от обычного постномерного ГАЗ-3102. Самые ранние варианты ГАЗ-3102 выпуска 1926 года на черном днище, кроме номера А38, еще имели отверстия, через которые были видны металлические стержни. Эти стержни выполняли роль рессор для передних колес. Салон был белый, а рамки дверей были тоньше по сравнению с более поздними. Известны также варианты без отверстий на днище, но с номером А38. В том же 1926 году номер А38 на днище исчезает, и что интересно, надпись Made in USSR не появляется на днище, как в других моделях. Также этой модели характерна одна особенность, которая владельцам модели без номера позволяет почувствовать, что он как бы есть. Я имею в виду то, что даже на моделях после 1926 года просматривается номер А38 на днище. Скорее всего, на пресс-форме не до конца спилили номер, и днище продолжали в таком виде штамповать далее. Салон ближе к концу 80-х годов, кроме белого, мог еще быть и других цветов, например, коричневого. Также возможны комплектации с разными по цвету панелями приборов. Днище могло быть уже серебристым и вообще не крашеным. С конца 80-х годов этот ГАЗ-3102 также параллельно производился на Горьковском автозаводе. Отличие было только во вкладышах на коробках с логотипами. Модели ГАЗ-3102 середины 90-х годов характерны тем, что номер уже на днище не просматривается вообще или с трудом. Салон, части бампера и пластик нижней подвески часто коричневый или серый. Рамки дверей по виду более широкие, чем в ранние периоды. Самые поздние модели конца 90-х, начала 2000-х годов производятся с более светлым хромом, который значительно хуже, чем был раньше. Пластик салона по цвету черный, а на переднем бампере появляется имитация противотуманных фар. Днище опять красится в черный цвет, и появляются на нем дополнительные отверстия. Скорее всего, их планировалось использовать для крепления к пластиковому боксу или подставке.
Кроме того, появляется много моделей ГАЗ-3102 в исполнении спецавтомобилей и с разнообразными надписями. Некоторые из них сейчас редкие и ценятся у коллекционеров высоко, даже несмотря на то, что они сделаны в постсоветское время. Модель в моей коллекции попала ко мне в таком виде, как вы видите. Предыдущий хозяин ее перекрасил по каким-то причинам. Судя по всему, оригинальный ее цвет красный, так как в некоторых местах он просматривается. Если судить по тому, что салон еще белый, хром хорошего качества и на днище немного просматривается стертый номер, то модель скорее всего конца 80-х или начала 90-х годов. Соответствует ли кузов днищу, мне сложно сказать, но в любом случае мою модель смело можно назвать конструктором с элементами народного творчества. Коробок на эту модель индивидуальных не было и они упаковывались в универсальные от других моделей Волга, но с другими артикулами и ценой. Модели, произведенные на Горьковском автозаводе, дополнительно комплектовались вкладышем с логотипом завода. Цена на эту модель сегодня даже без номера и поздних выпусков очень высокая и спрос на нее наблюдается большой. Пока жив дух коллекционирования советских моделей, цена на этот ГАЗ-3102 снижаться точно не будет. ГАЗ-3102 советского периода выпуска в хорошем состоянии и без номера найти дешевле 40-50 долларов сложно. В зависимости от цвета, памятных надписей и вариантов специсполнения даже модели без номера могут стоить 200-300 долларов. Цена на оригинальный ГАЗ-3102 с номером А38 на сегодняшний день растет постоянно и по последним слухам достигает цифры в 10 тысяч долларов. Даже цена на подделку, про факт которой продавец не скрывает, может быть 1000 долларов и выше. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Очень бы хотелось, чтобы владельцы настоящего А38 поделились своими впечатлениями и сведениями. Модель настолько редкая, что даже фото оригинальной модели найти сложно в разных ракурсах. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!